Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Привет, ребята! Я иду под зонтом. На вытянутой руке вам записываю приветствие. Дует очень сильный ветер. Но сегодня 6 июля. И сегодня в Беларуси, как и во многих славянских странах, отмечается Купалье. Это наполовину религиозный, наполовину языческий праздник. Более подробно я вам сейчас расскажу в следующих слайдах, как отмечается Купалье у нас в Беларуси, что делают люди в этот праздник. И, конечно, мы хотели для вас заснять само празднество. Однако в связи с плохой погодой, видимо, организаторы поняли, что сегодня никто, вряд ли кто-то выйдет вообще из дома, никто не будет его отмечать. Купалье. В разгар лета в Беларуси отмечают Купалье, один из древнейших народных праздников, посвященных Солнцу и рассвету Земли. В обрядах белорусского Купалья тесно переплелись древние языческие и более поздние христианские традиции. С Купальем связано много удивительных легенд и преданий. В народе верили, что эту ночь реки светятся особым призрачным светом, а в их водах купаются души умерших в облике русалок. По земле ходят ведьмы, колдуны и духи, которые стремятся навредить человеку. Растения и звери разговаривают, а солнце на рассвете играет. На Купалье белорусы проводили еще много символических обрядов: сбор целебных трав и цветов, приобретающих в эту ночь особую силу, ритуал очищения огнем. Через купальский костер люди прыгали, в нем сжигали колесо, солнце, одежду больных, старые вещи. Гадание на будущее, девушки пускали по воде купальские венки. Обрядовый ужин, ритуалы защиты домов и полей от нечистой силы, прошение богатого урожая и достатка, обрядовые песни и хороводы, шумные веселые игры, ритуал очищения водой на рассвете, умывание росой. Издавна в Купалье участвовали все жители селений от мала до велика, ведь только всеобщее исполнение обрядов обеспечивало благополучие. Но мы все-таки с Мартой соберемся сейчас не зря. Я после работы сейчас еду, уже почти 10 часов вечера, и мы для вас заснимем интересное место с интересной историей, с интересным, я надеюсь, экспериментом, поэтому мы сейчас перемещаемся уже на встречу с Мартой. Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на канале «По ту сторону». Сегодня праздник Купала. Алена в предыдущих слайдах рассказала, что это за праздник и как он отмечается. Но приехали мы сегодня. Это родина нашего белорусского поэта, драматурга и писателя Янки Купалы. Посмотрите, какая красота! Сейчас я вам покажу дом, где он родился. Янка Купала. Настоящее имя Иван Доминикович Луцевич. Родился 7 июля 1882 года по новому стилю в деревне Вязанка Молодечинского района Минской области в семье мелкого шляхтича. Свое творчество Иван начал на польском языке. Первые строки появились в журнале «Зерно» в 1903 году под псевдонимом К.А. 15 июля 1904 года вышло дебютное стихотворение на белорусском языке «Моя доля», а с публикацией в газете «Северо-Западный край» произведение «Мужик» 1905 началось восхождение поэта к славе. В то же время в Вильнюсе основаны первые легальные газеты на белорусском языке «Наша доля» и «Наша Нева». Во втором издании в 1907 году вышло стихотворение «Костю», что ознаменовало выход Ивана, известного уже как Янка Купала, в национальную печать. Псевдоним Янка Купала образован от белорусской версии имени Иван и названия праздника. Согласно приметам, если в ночь на Ивана Купала распускается цветок папоротника, то человек, нашедший его, обретает духовное и материальное богатство. Луцевич хотел стать для читателей этим счастливым цветком. Тема приспособленчества присутствовала во всех поэтических сборниках автора вплоть до Великой Отечественной войны. Из-за этого отношения между Янкой Купалой, властью и прессой обострились. В 1930 году конфликт достиг апогея. Мужчину обвинили в национализме, приписывали союзничество с Организацией национального освобождения Беларуси. Регулярная травля и допросы подтолкнули поэта на самоубийство.
В предсмертной записке, адресованной руководителю правительства БССР Александру Чирякову, Янка Купала писал: «Еще раз, перед смертью заявляю о том, что я ни в какой контрреволюционной организации не был и не собираюсь быть. Видно, такая доля поэтов. Повесился Есенин, застрелился Маяковский. Но и мне туда, за ними дорога». Попытка самоубийства, предпринятая 22 ноября 1930 года, успехом не увенчалась. Белорус вынужден был опубликовать открытое письмо, в котором сознался в приписываемых ему грехах и пообещал не повторять идеологических ошибок. После официальных извинений власти, наконец, оставили Янку Купалу в покое. Более того, в 1939 году поэта наградили орденом Ленина, а в 1941 вручили Государственную премию СССР первой степени в области литературы, так называемую Сталинскую премию. Внезапная гибель национального поэта Беларуси богата интересными фактами, начиная от обстоятельств произошедшего и заканчивая причиной смерти. 18 июня 1942 года Янку Купалу вызвали в Москву. В путешествии он встречался с друзьями, зазывал на 60-й день рождения, угощал пирожными. 28 июня, согласно свидетелям современников, поэт резко покинул творческую встречу, которая проходила в гостинице «Москва», со словами «Я на минутку». Через некоторое время в тамбуре раздался шум, и гости вышли из номера. Они обнаружили, что Янка Купала упал в лестничный пролет с 10-го этажа и разбился насмерть. На часах было 22:33. Существует 3 версии смерти поэта: случайность, самоубийство и убийство. Многие историки придерживаются последнего. Накануне трагедии поэт был в хорошем настроении. Его сборник стихов белорусским партизанам 1942 года имел успех. Кроме того, на лестничной площадке осталась туфля мужчины, которую он мог потерять в борьбе. Видели свидетели смерти поэта и убегающую женщину. Вот смотрите, это историческая ценность, такой вот домик. Я вам потом приложу, что находится внутри, потому что я как-то заходила внутрь, была на этой экскурсии. Вот, и даже написано, что 25 июня 1882 года в этом доме родился Янка Купала, народный поэт Беларуси. Вот такой домишко. И вот даже колодец есть старинный. Смотрите какой. И на самом деле очень красивые места. Очень красивые места. К сожалению, конечно, из-за погоды сегодня здесь нет никакого праздника, но посмотрите, какой сразу подход к речке. Какой волшебный вид. Прекрасный. Очень красиво. 140 гадоў таму нарадзіўся тут хлопчык. Якраз на 7 ліпеня, 7 июля. Назвали хлопчика Иваном, ну а дома звали Янка Ясь. Год прожил ён у нашей Вязанцы только с батьками. Вот там у той половы, где семья жила, там и колыска, там и ходунок, где учили детей ходить, и там таки быт. В этой части жила другая просто семья, Вокс. Вот тут у нас еще есть ходунок. Не все ведаете, нават такие пожилые люди, где учили детей ходить. Сюда уставляли дитятка, и оно могло спробовать идти так вот в один бок, в другой бок. И просто по земле, можно сказать, тому, что вот. Лямпа была газовка, образы католицкие. Под печь курей на зиму запускали. До речи, печь не переробленная, печь того часу. Вот. Почему мы решили приехать сегодня в это место и провести здесь эксперимент? Потому что у Янки Купалы была очень странная, загадочная смерть. Он в гостинице «Москва» упал в пролет лестниц между 9 и 10 этажами. То есть он не просто скатился с лестницы, он просто упал в пролет и разбился насмерть мгновенно. И на самом деле очень много загадок вокруг этой смерти, потому что
Многие подозревают, что это, возможно, был суицид, потому что у Янки Купалы была попытка суицида в ноябре 1930 года. Вот, либо это было подстроено спецслужбами специально, потому что он был очень активный такой деятель, в том числе и политический, и явно кому-то он мог мешать. Вот, поэтому мы хотим связаться с этим человеком, попробовать вызвать его дух именно в этом месте, в котором он родился, где-нибудь здесь, как стемнеет. Сейчас я пойду встречаться с Аленой, и мы с помощью карандашей попробуем связаться с ним и узнать подробности его смерти и истории его жизни. Оставайтесь с нами до конца, подписывайтесь, нам будет приятна любая ваша активность. Ну а я пошла встречать Алену. Вот мы и вдвоем. Встретила Привет, женщину ребят. с работы. Снова здравствуйте. Хотим найти какое-то место потише. Ну, это тоже такое, как как сарай, наверное, был. Ой, здесь кто-то сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошего вам вечера. Спасибо и вам. Почему нету праздника? Мы так А надеялись. завтра будет праздник. Да? Не завтра, нет, в субботу. А перенесли из-за погоды? Не из-за погоды, он же в субботу должен был быть. Получается, 9 июля. Так. Там будет фест. Вот. И А, вы приезжайте. А то мне говорили, когда я была здесь в мае, наверное, что будет именно 6 июля. Наврали бессовестно. Все понятно. Там домик Янки Купалы, где Ага. вывешено уже объявление, что А, 9 числа мы не видели. там какой-то фест. Все понятно. Так что приезжайте. Вот такое вот мы нашли пристанище. Дерево, на котором будет удобно разложиться. Дождь, конечно, капает. Погода, Алена, погода как тебе? не очень. Не очень. У нас ноги мокрые, лужи везде. О, видно даже. Ребята, вот на что мы идем ради... Так быстро мне лайк поставили, колокольчик нажали. Ради потрясающего контента. Вы же понимаете? Ну нам чуть-чуть до 500 подписчиков, ну чуть-чуть, 9 человек. Ну, ребят, ну поднажмите. Уже 8. Уже 8? Да. Тем более. Все, надо поднажать. Всё, Хотя бы 500. Всем по Хотя бы 500. 500, да. Пожалуйста. В общем, ребята, я, как всегда, в своем амплуа. Поддержите меня лайком, пожалуйста. Алена еще после работы двойным лайком. Все, погнали. Сейчас электричка проедет. Да, пусть едет электричка. Здесь станция рядом. Уже практически 12 ночи. Поэтому мы прям в самый эпицентр. Да, день рождения. Очень много звуков. Кажется, что кто-то ходит, если честно. Но это вполне вероятно. Давай. Иван Луцевич, приди. Иван Луцевич, приди. Иван Луцевич, приди. Ты здесь? Капли как шаги. Такое чувство, да? Никакой реакции. Да. Давай попробуем Янка Купала. Давай. Янка Купала, приди. Янка Купала, приди. Янка Купала, приди. Ты здесь? Если да, подними карандаши вверх. Никакой реакции. Мы что, зря приехали? Это ты или она сама? Я не знаю, давай еще раз спросим. Янка Купала, это ты? Да нет. Иван. Иван, это ты, да? Нет. Может быть, ты дух этого места? Нет. Янка Купала.
поэт умерший. Это ты к нам пришел сейчас? Опять да нет. Да нет. Мне вообще непонятно. А ты являешься родственником Янки Купалы? Нет. Просто, может, какой-то дух праздника Купалы, я не знаю. Ну давай, спроси. Ты дух самого праздника Купалы? Нет. Ай, на меня капли с дерева, прям так неприятно. О, ребята, мы опять в тупике. Но сейчас мы будем пробовать как-то выяснить. Так, хорошо. Ты Иван Луцевич, который здесь родился. Сейчас да, покажу. Сейчас, да. Иван Луцевич, который был поэтом и потом взял псевдоним Янка Купала. Это ты. Опять да нет. А дай-ка я спрошу. То есть этот псевдоним не ты придумал сам себе? Нет, не знаю. Как будто, ну, типа... Но это... Подожди. А ты же работал в редакции газеты, и тебе посоветовали взять это имя? Нет. Ты взял это имя в честь праздника Купалы? Я тогда не понимаю. Но ты являешься духом Ивана Луцевича. Да? Да. Нам очень приятно, что ты пришел. В такой день мы тебя поздравляем С днем да, рождения. что ты в этот день родился. Да. И мы пришли, так сказать, почтить твою память и спросить у тебя несколько вопросов. Можно мы их тебе зададим? Да, я так поняла, да? Угу. Спасибо тебе. Спасибо тебе вообще за все. За творчество. До сих пор Белорусы твое очень творчество ценят. почитают. Да, белорусы очень тебя любят, помнят, ценят. Это вот как у каждого народа есть свои герои, свои поэты. Да. А ты не против, если мы будем говорить с тобой на русском языке? Вопрос. Не против? Если не против, подними вверх палочки. Не против. Мгм. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Мы покажем наше общение с тобой нашим ребятам, подписчикам. Можно мы это сделаем? Он сразу, Сразу да. поднимает. Подскажи, пожалуйста, ты был революционером? Ты был против власти, когда ты жил? Да, он участвовал в революции 1905 года, поэтому у него из власти были, скажем так, враги. То есть во время вот этих волнений у тебя появились недоброжелатели, верно? Ну, это Мгм. очевидно. Правда, что ты пытался покончить жизнь самостоятельно свою в 1930 году, в ноябре? Нет, неправда. То есть это все слухи. Это слухи, которые витают до сих пор. Да. Да. Мгм. Спасибо. Потому что до сих пор это все окутано тайной. Твоя смерть окутана тайной, да. И, да, И всё. скажи тогда, твоя смерть была подстроена? Это было умышленное убийство тебя? Да. Ты мешал
на тот момент руководству страны своей деятельностью? Не знаю, да. Как Да, не будто бы. знаю. Ты просто пытался открыть глаза народу своими произведениями, правильно? Да. Да. И за это ты потом... Так. Сейчас. В общем, ты кому-то был неугоден, Ну, и тебя решили убрать. Да. То есть тебя скинули с 9-го этажа гостиницы «Москва» в лестничный пролет. Да? Это правильно? Да нет. Тебе угрожали и тебя попросили самого спрыгнуть? Да нет. может быть, это было подставное? Тебя толкнули? Очень странно. То есть это было... ну, это не было самоубийство, да? Да нет. Ты хотел сам закончить жизнь свою на тот момент? Да. Тебе и твоей семье угрожали? Да. И ты подумал, что единственный выход это так. Уйти из жизни таким способом, да? Да, короче, ему угрожали, и это был, можно сказать, суицид. Мгм. Но это все сделали с тем, что... Это все из-за того, что было давление Подставное сильное. может быть какое-то. Нет? Нет. Это не суицид. Ну, Это не да. суицид. Может, это... Иван, очень похожа твоя история с Сергеем Есениным. Мне просто... То есть... У меня сейчас такие мурашки не от того, что холодно. То есть... твою смерть тебе помогли уйти из жизни, но инсценировали как самоубийство, правильно? Вот и все. Поэтому он и путанно отвечал, да нет. Потому что это было как самоубийство, но не самоубийство. Да. И Инсценировали твою Это смерть. ужасно. Нам очень жаль, что ты ушел рано. И что у тебя так страшно закончилась жизнь. А правда, что с тобой на тот момент в этом отеле была Павлина? Павлина как ее? Да, он уже сразу Да. отвечает. А она... Как-то причастна к этому событию? Мгм. Она причастна к твоей смерти. Она, как ты считаешь, она после этого жила счастливо свою жизнь? Какая-то подкупная дама, походу. Ага, а скажи, Иван, ты ее любил? Потому что есть информация, что ты ее очень любил как женщину. Да. Мгм. И она тебя подставила, И она получается. тебя, получается, подставила, да? Да. Да. Это очень печально, нам очень Мы жаль. мы тебе очень сочувствуем, сопереживаем. И для нас это большая утрата, на самом деле, для белорусов. Таких сильных людей, духом, словом. Спасибо, что ты С нами, откликнулся пообщался. и ответил на наши вопросы. В общем, ребята, что хочется сказать? Очень положительные эмоции от общения с духом Ивана Луцевича, Янки Купалы по псевдониму, потому Да. что сразу было непонятно, но когда он как-то начал с нами выходить более активно на связь, прямо чувствовалось какое-то спокойствие, Да, как вот будто на одной волне. Единение какое-то, да. Да. Соглашусь. То есть вообще не было как-то страшно. Было страшно от его ответов, потому что это
тайна, покрытая таким туманом густым. Надеюсь, что мы развеяли сомнения или какие-то догадки наших подписчиков-белорусов, которые знают его биографию. И надеемся, что этот выпуск вам тоже понравится. Это для нас новый формат. Мы вам не показывали сегодня никаких заброшек, но при этом мы вас попытались окунуть немного в нашу культуру, в нашу страну. В нашу историю и наших деятелей Да. белорусских. Потому что это очень важно, ценно знать историю, культуру своей местности, где ты живешь. Так что, ребята, обязательно комментируйте, пишите в комментариях, читали ли вы произведение нашего поэта, письменника Янки Купалы. И обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно делитесь им в социальных сетях. И, конечно же, Ставьте лайк. ставьте лайк. Также у нас появилась спонсорская поддержка на Бусти. Мы будем искренне вам благодарны, если вы нам поможете развивать наше детище уже на более новый уровень. Конечно, это не какие-то там большие суммы, но при этом это будет небольшой помощью для того, чтобы мы могли вам показать больше мест интересных и, конечно, оптимизировать наше оборудование. Поэтому подписывайтесь везде, ссылка в описании. Да. И до скорых встреч. Пока!